Всем привет! В этом видео поделюсь своим опытом подбора линеек для работы с кожей. Итак, начнем с самых доступных на рынке линеек. Это вот такая, самая распространенная, я думаю, есть у каждого мастера. То есть это самый такой простой вариант. И вот такой вот угольник. Значит, линейка. Ее недостатки. В принципе, недостатки в том, что она какая-то угловатая, фаски у нее не сглаженные. Вот здесь это острые такие уголки. Очень часто этой линейкой легко повредить наши изделия или же, допустим, тот же кусок кожи, который пытаемся отрезать. А во всем остальном, в принципе, как бы к работе пригодна, то есть к ней каких-то других требований там не нужно. Но вот при работе можно повредить изделие. И еще, когда мы делаем ровный срез, получается, из-за того, что она вот здесь очень тонкая, нож при каком-то неаккуратном движении может заскочить на саму линейку и, допустим, вот здесь появится зазубрина, которую нужно стачивать. То есть это происходит нередко, особенно на тех ножах, у которых сменные лезвия, то есть их надо часто менять. То есть в работе данная линейка не очень удобна. Что касается этого уголка, он в принципе получше, такой массивный, не гнется. Фаски здесь вот такие гладкие, то есть, там, к примеру, повредить кожу уже не получится, разве что там уголками этими. Нож тоже в принципе резать можно, как бы из-за того, что металл здесь миллиметра полтора. Вот. То есть это все тоже можно прорабатывать. Но эта линейка очень легко скользит на поверхности. То есть где-то малейший сдвиг и уже ровной линии не получится. В этом ее неудобство. И этими двумя линейками я практически сейчас не работаю. Теперь длинная линейка, вот метр такой деревянный у меня есть. Это на тот случай, если приходит шкура и нужно сделать ровный срез для нарезания потом ременных полос. Значит, в принципе, он только для этой функции у меня. Все как бы хорошо, там шкала мне не нужна. Главное, чтобы была ровная вот эта плоскость. Какой недостаток у этой линейки? Можно посмотреть, что если где-то что-то тоже там ножом повели, то получаются вот такие вот сколы, тоже зазубрены. Если нож острый, эта поверхность повреждается и уже потом приходит как бы линейка в негодность. Недавно нашел в строительном магазине вот такую вот полоску. Называется стержень плоский алюминиевый. Вот. Тоже подходит для тех же целей. Сделать ровный срез на коже. Вот она такая миллиметр, наверное, в толщину. В общем, если данная линейка выйдет у меня из строя, то будет чем ее заменить. Теперь вот такой большой угольник. Здесь по одной стороне 60 сантиметров, по этой, по-моему, 40. Купил его на тот случай, если делать, допустим, портфель или шить сумку, и нужно сделать деталь с ровными углами, вот таких вот больших размеров, то он, как бы, этот угольник пригодится. Понятное дело, что здесь тоже вот есть острые углы. Сами торцы здесь более-менее скругленные, но все же нужно такой линейкой работать аккуратно. Портфели шью очень редко, так что пользуюсь этой линейкой тоже достаточно редко. И последнюю, для основной как бы работы, для большинства задач использую алюминиевые линейки. Вот такую приобрел сначала, нашел где-то в магазине, просто зашел, увидел. Чем она хороша? Тем, что даже если уйдет нож
мы его не повредим, потому что это алюминий. С другой стороны, из-за того, что она очень тонкая, здесь получаются зазубрины от ножа, и она со временем тоже приходит в негодность из-за того, что уже как бы ровную линию и получить будет достаточно сложно. Ну и так она хлипенькая, гнется, то есть не очень как бы хороший такой вариант. А вот это уже совсем как бы другое дело. Приобрел на розетке, алюминиевая линейка компании Intertool. Но я думаю, может, производители есть и другие. Суть одна и та же. Во-первых, размер 40 сантиметров. То есть можно вырезать заготовки там, малый и средний, среднего размера. Вот. Сама толщина ее примерно здесь 3 миллиметра. То есть очень удобно делать ровные срезы, при том, что нож уже не заскакивает нам на линейку, не повреждается сам, не повреждает линейку. То есть с одной стороны вот это есть удобство, как бы делать ровный срез, с другой стороны шкала измерительная, и она по толщине чуть меньше миллиметра. То есть тоже достаточно удобно там очерчивать это все. Как бы в работе эта линейка проявила себя лучше всего. Добротная, не гнется. Ну, в общем, самый оптимальный вариант, в принципе, который я для себя нашел за все время своей работы. Вот эта вот линейка. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.